Утро в средней школе Арлингтона, Остин, Техас, всегда начиналось с привычного шума, который привлекал внимание обучающихся и педагогов. Шумные коридоры, разговоры между учениками и звуки обуви, зашедшей в здание, наполняли пространство мелодией жизни, где каждый день предвещал новые события. Но для Джейкоба Миллера, внука фермера, это утро выдалось иным, не таким, как остальные. Каждый день в школе становился испытанием, где он чувствовал себя немного не на своем месте, немного отдельно от остальных учеников. После многих часов, проведенных на ферме, где тяжкий труд был основой его воспитания, ему было сложно адаптироваться к школьной атмосфере. Он замечал, как его одноклассники обсуждают популярные игрушки, новые гаджеты и модные вещи из магазинов, тогда как у него не было времени ни на разговоры, ни на развлечения. Ежедневно он времени на учебу, так как ему рано утром приходилось покидать дом, чтобы работать на ферме, и возвращаться только поздно вечером. На уроке истории, когда мисс Уитмор снова задала вопрос классу, усталость от работы на ферме давала о себе знать, Джейкоб понимал, что не может сосредоточиться на материале, который обсуждают. Его мысли, как маленькие, все улетали вдаль, и борьба с невнимательностью становилась все более сложной. Он пытался следить за собеседником, но мысли о том, что ждет его на ферме, и о том, как его день пройдет, постоянно отвлекали его. В тот момент, когда учительница заметила его невнимательность, она не удержалась от критики. «Вот, Джейкоб, в очередной раз ваши мысли странствуют где-то вдали от наших уроков. Вам стоит больше работать над своим образованием», провозгласила она с недовольством, и класс разразился смехом, как будто радуясь тому, что кто-то другой подвергся унижению. Это подорвало настроение Джейкоба, и его сердце стало сжиматься от стыда и всего того, что он переживал. Несмотря на то, что он старался оставаться спокойным, этот смех был как ножом, обнаженным против него. Важно было понимать, что он не мог позволить себе демонстрировать разочарование, а потому продолжал молчать. Критические замечания мисс Уитмор продолжали сыпаться на Джейкоба, ударяясь о его хрупкую самооценку. Бывают моменты, когда некоторые слова ранят сильнее, чем кулаки. Однажды, после особенно жесткого комментария, она даже посоветовала ему заняться более практичными делами и оставить учебу тем, кто действительно этого заслуживает. Эти ее слова звучали как приговор, и внутри него нарастало ощущение глубокой обиды и боли. Эти слова нависали над ним как тень, которую невозможно было игнорировать, словно каждое столкновение с ее презрением ослабляло его. Он рос с убеждением, что труд на земле – это не только важная работа, но и почетное дело, и с каждым проколом это говорило о том, насколько ему сложно объяснить это всем окружающим. Он чувствовал, как его борются с этим уничижительным отношением, стремясь сохранить внутреннюю гордость, хотя временами это казалось слишком сложным испытанием. Джейкоб не мог понять, как некоторые люди могут с такой ненавистью относиться к чужой жизни и труду. Он рос в семье, где каждый день был наполнен тяжелым трудом, и осознавал, что его работа, его семья и их поддержка делают их сильнее. Они работали из последних сил, чтобы прокормить семью и сохранить ферму, и страсть их труда вызывала гордость. Мисс Уитмор продолжала унижать его, подтверждая его догадки и провокации, утверждая, что ему лучше подумать о более практических занятиях. Эти ее слова исключительно подрывали его душевное состояние, и каждый раз он чувствовал нарастающее презрение и горечь. Но в глубине души Джейкоб ощущал, что у него есть право выступать за свою жизнь и свои убеждения, и этот внутренний конфликт обострялся. Однако внутри Джейкоба пробудился голос, который звал его не поддаваться этому унижению и не стойко смотреть на свой путь. Он хотел уйти, развернуться и покинуть урок, больше не желая оставаться заложником оскорбительных слов, но в своем сознании он вспомнил голос своего деда, Джеймса Миллера, который всегда советовал ему держаться прямо и не сдаваться. Каждый раз, когда Джейкоб думал о том, чтобы сдаться, он чувствовал, что не может подвести ни себя, ни свою семью. Ясное понимание о необходимости доказать свою ценность и показать, кто он есть на самом деле, занимало его мысли. Он решил ответить на слова мисс Уитмор с уверенностью, хотя внутри его переполняла неуверенность. «Я заслуживаю уважения.
Громко и уверенно произнес Джейкоб, чувствуя, как его голос способен затмить все тревоги. Его ответ был сильным и искренним, несмотря на то, что внутренний трепет задавал ему вопрос, готов ли он на самом деле к такой открытой конфронтации. Этот момент был не только историческим для него, но и знаковым для всей обстановки в классе. Мисс Уитмор, пораженная его смелостью и откровенностью, повернулась к нему, требуя от него доказательства. Джейкоб ощутил, как давление со стороны класса нарастает. Казалось, все с нетерпением ждут его реакции, и именно в этот момент он осознал груз тяжелой работы, скрепленной традициями его предков. Он понимал, что все это его наследие, и оно не подлежит обсуждению. Джейкоб собрал свои вещи и, не дожидаясь дальнейших комментариев, вышел из класса с гордостью, держа голову высоко. Лицо его было спокойным, но внутри бушевали эмоции. Он покинул аудиторию, не выражая поражения, но наполняясь гордостью за то, что он сказал, и за смелость, которую проявил. Он знал, что совершаемые действия никогда не будут легкими, но это был его шаг к праву на себя, к себе настоящему. Жизнь продолжалась, и он не собирался сдаваться, несмотря на унижение, которое получал. Каждое утро становилось для него новой возможностью, новой битвой, и на горизонте его был свет в конце туннеля. На следующий день на школьном поле приземлился вертолет, который стал сенсацией для всего учебного заведения. В такие моменты внимание всех студентов всегда было приковано к небу, когда они склонили свои головы, полные любопытства. Это было зрелище, которое привлекло внимание каждого, но сердце Джейкоба забилось быстрее, когда он увидел, кто вышел из вертолета. Из него вышел его дедушка Джеймс Миллер, настоящий символ надежды и силы, известный как легенда сельского хозяйства. Для Джейкоба это был не просто радостный момент, а настоящая гордость видеть своего деда в школе, где его собственная жизнь так часто подвергалась критике. Этот момент сложился сплошным потоком эмоций, связанных с его настоящим и его будущим. Джейкоб почувствовал, как влияние деда наполнило его изнутри, словно его старания и труды получили новое обоснование, когда он увидел его наяву. Он обрел уверенность в том, что существует глубинная связь между его семейными корнями и тем, что он старался добиться в жизни. Школа погрузилась в ошеломленное молчание, когда Джеймс Миллер с высоты своих лет опыта приготовился сказать несколько слов. Его голос, полон силы и уверенности, заполнил класс, и каждый из учеников, включая мисс Уитмор, слушал его с уважением и благоговением. Джеймс быстро нашел мисс Уитмор в классе и столкнулся с ней в коридоре, словно воплощение смелости. Он напомнил ей о финансировании школы от своего фонда, который поддерживал учебные заведения на протяжении многих лет и был неотъемлемой частью общества. Это было не просто обращение, а жест, который отражал гордость и уважение к своим корням. Джеймс Миллер, с уверенностью, которая исходит от искренних твердых решений, критиковал ее предвзятость, подчеркивая, что такая дискриминация является недопустимой. Джейкоб наблюдал за этой сценой с восхищением, понимая, что его дед стоит на его стороне и защищает его честь. После встречи с Эй знает, что уважение не просто дар, а часть их совместной истории, и он не может позволить себе быть слабым. Он чувствует, как потоки свежего воздуха, пришедшие с шахтами дедушки, наполнены любовью, надеждой и обязательствами перед семьей. Джеймс подчеркивал важность уважения к тяжелой работе, которая стоит за каждым достижением. Уважение – это не просто слова, это то, за что мы боремся каждый день, особенно те, кто работает на земле, произнес он с жаром и искренностью, напоминая всем о значимости даже самых простых трудов. Джейкоб больше не искал особого отношения, он просто хотел получить элементарное человеческое достоинство. И этот момент стал знаковым драмой в его жизни, открывая новые горизонты и новые возможности. Мисс Уитмор извинялась перед ним, понимая, что ее предвзятость уже не имеет места среди молодежи, которая стремится быть самостоятельной и уважаемой. Признание этого стало источником глубинной гордости для Джейкоба. Он понимал, что заслуживает этого, и что уважение нельзя получать просто с помощью статуса или богатства, лишь одним своим трудом и честностью можно стало по-настоящему гордиться.
Джеймс Миллер объяснял, что истинное уважение основывается на честности и упорном труде. С этим осознанием Джейкоб выпрямился, чувствуя в себе гордость за свою семью и труд, который он вложил в свою жизнь. Студенты начали уважать Джейкоба за его честность и принципиальность. Он не просто выстоял, но и стал символом стойкости, олицетворением решительности и мужества. Его искренние действия начали влиять на восприятие окружающих. Когда кто-то делал что-то хорошее, это начинало освещаться новыми красками. С каждым днем одноклассники начали менять свое отношение к Джейкобу. Они чувствовали, как изменилось его внутреннее состояние, и он стал проявлять уверенность, о которой раньше не знал. Каждый момент обмена между ними начинал говорить о значимости внутреннего роста и поддержки. Он понимал, что заслужил это уважение своим характером, своими действиями. Сегодня его преданность делу и стремление стали все более заметными и не оставались незамеченными. После собрания он встретился с Эмили Робертс, одноклассницей, которая открыто выразила восхищение его поступком с мисс Уитмор. «Ты показал всем, что не нужно бояться отстаивать свои права», — сказала она с восхищением в глазах. Эти маленькие моменты восхищения теперь стали более важными для Джейкоба, чем любое грандиозное признание или унижение со стороны других. Он понял, что проявленная искренность, желание изменить мир к лучшему и борьба за свои права являются теми частями, которые действительно составляют сильного человека. Ему нужно было быть собой, выходя за пределы своей привычной зоны комфорта и развивая свои навыки. Вскоре после этого мистер Картер пригласил Джейкоба присоединиться к студенческому совету. Это стало для него неожиданным подарком, возможностью, которую он не мог упустить. Он удовольствием принял такое предложение, понимая, что его влияние в школе нарастает, и теперь он сможет активнее участвовать в жизни своей общины. Это предложение открыло двери к новым возможностям и вызвало у Джейкоба волну ощущений. Он чувствовал, что наконец-то его усилия получили признание. Подписавшись, он получил пакет с информацией о предстоящих заседаниях. Находясь в ожидании первых встреч, Джейкоб испытывал удивление от волнения. Ощущение новых возможностей дарило ему мощный заряд уверенности и решимости. Он был полон решимости влиять на изменения. Прочитав о том, что его голос теперь имеет значение, он чувствовал, что это именно то, чего он так долго ждал. С каждым заседанием Джейкоб испытывал волнение и почти неопределенность. Он готовился менять статус-кво, зная, что его роль в школьной жизни значительно изменится. Это вызвало у него смешанные чувства, разумный страх перед новыми вызовами и волнение от возможностей вносить изменения. По мере того, как оценка своего голоса нарастала, он понимал, что станет важным звеном, которое может влиять на много аспектов жизни своего округа. Извинения мисс Уитмор пришли неожиданно. В один из дней она подошла к Джейкобу и сказала: «Я была не права в своих суждениях о тебе и признаю это». Эта откровенность стала поворотным моментом. Он считал, что люди, которые не понимают его опыта, иногда могут ошибаться, и в то же время труд реальнее слов, которые звучали из ее уст, возродили в нем чувства. У него оставались сомнения, но сейчас, когда она оценивала его ум и преданность делу, это подняло его дух. Джейкоб переваривал извинения и понимал, что доверие строится не на словах, а на действиях. «Спасибо за вашу открытость, но помните, что важны не только слова, но и поступки, основанные на фактах». Мисс Уитмор кивнула, и в ее глазах проглянул свет решимости меняться. Формулируя реплику так, он чувствовал, как вес забот ползет на его плечи шаг за шагом. Когда Джейкоб впервые пришел на заседание студенческого совета, он ощутил потенциал этих собраний. Это была новая платформа для него, где его голос и идеи могли сделать изменения. Понимание своей важности внутри процесса было восторженным и вдохновляющим, а встречи только усилили его решимость внести свой вклад. Он старался говорить
выражать свои мысли и мнения, и с каждой встречей его уверенность возрастала. Организовав продовольственную акцию с участием местных фермеров, Джейкоб увидел, как его идеи активно поддерживаются всеми участниками. Он предлагал сотрудничество с местными предприятиями для спонсорства мероприятия, и с каждой новой поддержкой он ощущал, как его начинания становятся реальными. Эта неделя готовила к новому витку перспектив, а Джейкоб с каждым днем становился увереннее в том, что его идеи важны и должны быть услышаны. Он осознавал, что этот процесс сделает его связь с окружающими более значимой. Ханна, его одноклассница, поддержала эту идею и с энтузиазмом присоединилась к ее реализации. Она верила, что это станет важным событием для всей общины, среди одноклассников, учителей и родителей, и это только подстегнуло уверенность Джейкоба в своих усилиях. Он понимал, что теперь у него есть поддержка, которая позволяет ему двигаться вперед, и эта уверенность наполнила его смелостью и решимостью. В течение времени он начал отстаивать свои права и создавать пространство для своего голоса. Его уверенность и усердие в трудах стали заметны окружающим. Благодаря честности и силе характера Джейкоб стал примером для своих сверстников, который вдохновлял их на изменения и подчеркивал, что каждый имеет право на достойное отношение. Он принял эту ответственность и продолжал бороться за справедливость не только для себя, но и для тех, кто был на его стороне. Участие в студенческом совете дало ему возможность влиять на жизнь своей школы. Он научился слушать идеи других студентов, учитывать мнения и использовать свое влияние для достижения изменений. Понимание, что истинное лидерство основано на честности, но и на том, что ты устойчив, поддерживаемый тысячами корней, дало ему уверенность. Таким образом, он стал связующим звеном между школой и сообществом, что было ему важно. Школьное мероприятие по сбору средств, организованное Джейкобом и его одноклассниками, стало огромным успехом, который превратился в настоящее празднование сельскохозяйственных корней местной общины. Он смог поделиться историей своей семьи, и это кардинально изменило восприятие фермерства среди его сверстников. Каждый студент, каждая откровенная беседа создали основу для новых прямых контактов, полного понимания их местного контекста. В это время шумный класс расходился в настроении. Средства, собранные на этом мероприятии, пошли на помощь местным фермерам и их инициативам. Джейкоб испытал глубокое удовлетворение, понимая, что его усилия принесли реальную пользу многим людям и положительно сказались на их жизни. Это стало своего рода моментом. Джейкоб увидел, как коллективная работа множества людей становится основой поддержки местного сообщества, а это придало новых сил. Не ожидая таких результатов, он был полон надежд и готов продолжать свои усилия. Джейкоб заслужил уважение одноклассников. Он стал человеком, к которому другие перестали относиться с насмешкой и начали обращаться за советом. Это зрительное изменение, отражающее перемены в его жизни, стало важным моментом, когда его опора отражалась в глазах тех, кто ранее смеялся. С каждым поднятым вопросом, с каждой новой просьбой о помощи он чувствовал себя на месте. Это были невидимые, но ощутимые победы, показывающие, что успех измеряется усилиями и ценностями, а не статусом или богатством. По сравнению с тем, где он был раньше, Джейкоб осознал, что его ценность определяется не мнением окружающих, а упорным трудом, стойкостью и готовностью меняться. Когда он посмотрел на свои достижения и изменения, это стало доказательством его способностей и силы в энтузиазме. Поворотный момент произошел после разговора с дедушкой Джеймсом, который поддержал его и убедил в том, что он может достичь большего в жизни. Эта поддержка продолжала быть его ориентиром и напоминала о важности упорства.
Джеймс Миллер, гордый своим внуком и тем, как тот изменился, всегда поддерживал его стремление. Он говорил Джейкобу, что можно добиваться любых высот, оставаясь самим собой и никогда не забывая свои корни. Эта поддержка продолжала вдохновлять Джейкоба и помогать ему не сворачивать со своего пути. Разобравшись в своих чувствах, он формировал целеустремленное видение своего будущего, в котором его искренние усилия могли бы стать основой для гармонии внутри себя. В конечном итоге Джейкоб научился совмещать занятия в школе, свои обязанности в студенческом совете и работу на ферме. Он стал более уверенным в себе, и его родители заметили изменения в его поведении и отношении. Он осознал, что довольство от значимой работы важнее любых трофеев или внешнего признания. Эта кондиция олицетворяла в себе больше, чем трофеи. Она была основана на его личных достижениях. И результат был виден. После долгих трудовых дней пришло успокоение. Джейкоб наслаждался тишиной и понимал, что имел ценность целеустремленности, тяжелого труда и крепости своего сообщества. Он понял, что уважение и признание достигаются не титулами, а искренними поступками и самоотдачей. Эта связь противоречила его спектру чувств, но он был решителен в своей цели, а это придавало силы его жизни. Наконец, мир стал более открытым, когда Джейкоб получил приглашение от Эмили на кофе. Он неожиданно понял, что готов выйти за пределы привычного круга и пойти на новое общение. Это приглашение стало символом новых возможностей для него, и он с радостью принял его, находя в этом поддержку. Он осознал, что опыт и дружба могут стать ключевыми факторами во внутреннем покое, и это не было легким шагом, но он чувствовал, что мог идти вперед. История Джейкоба напоминает о важности самоуважения и верности себе. Он стал ярким примером для многих, показывая, как можно преодолеть трудности, сохранив свою индивидуальность и гордость. Достоинство достигается трудом, честностью и настойчивостью, а не богатством или статусом в обществе. Важно не то, какое у тебя происхождение, а то, как ты сам смотришь на свой собственный путь. Успех заключается в том, как ты воспринимаешь свои возможности и как упорно работаешь для их достижения. Джейкоб стал моделью для своих сверстников и символом стремления к личностному росту, приняв себе простоту и честность как опору на своем пути.